Когда ты идешь путем осознанности, ты рано или поздно, скорее рано, становишься невидимкой. Осознание — это не событие, а процесс. И это процесс, целиком и полностью направленный внутрь. Ты начинаешь искать ответы внутри себя, ты начинаешь прислушиваться к тому, что происходит внутри тебя. Ты начинаешь понимать, что происходит внутри тебя. То есть осознание — это большая внутренняя работа. И когда ты делаешь эту работу, это очень интимный процесс. Им трудно с кем-либо поделиться, трудно найти правильные слова. А, Когда ты пытаешься их подобрать, ты часто видишь в глазах людей, с которыми ты делишься, непонимание, а поскольку это такое хрупкое, что-то новое, непонятное, ты чувствуешь себя уязвимым, ты делишься обычно этим с самыми близкими людьми, и встречая в их глазах непонимание, ты закрываешься. Кроме того, в процессе осознания очень сильно меняются твои вибрации. И те люди, которые ранее совпадали с тобой по вибрациям, перестают совпадать. И естественным, совершенно ненасильственным образом, рано или поздно, и опять-таки скорее рано, чем поздно, ваши пути расходятся. То есть люди уходят из твоей жизни, а новые еще не появляются. То есть путь осознанности — это довольно-таки одинокий путь. И неизбежно ты начинаешь чувствовать, что ты не понят, ты не видим. Но хорошая новость в том, что так и должно быть. Это то, как твоя энергия тебе на самом деле помогает, потому что пройти этим путем проще в одиночестве, когда все твое внимание, все твое время, вся твоя энергия принадлежит только тебе, в рамках возможного, учитывая, что мы все проделываем это, находясь в человеческих телах. Каково это — становиться воплощенным мастером, то есть осознанным человеком, продолжая ходить на работу, оплачивая счета, находясь в человеческом теле, выстраивая отношения. Каково расширять свое собственное сознание, оставаясь ежедневно, взаимодействуя, участвуя так или иначе в массовом сознании. Именно для того, чтобы постараться ответить на эти вопросы, я и создала этот подкаст. Я чувствую, что пришло мое время перестать быть невидимкой, и пришло мое время находить слова для прожитого опыта. Когда я проходила путь от пробуждения к осознанию, меня очень поддерживали ченнелинги. В частности, и в большей мере ченнелинги Адамуса Сен-Жермена. Я еще расскажу о них подробнее и о нем подробнее. Но ценность этих ченнелингов была для меня в том, что то, о чем он говорил ежемесячно, подтверждало тот опыт, который я проживала в текущем месяце. Каждый раз получалось так, что, прослушав его ченнелинг, я чувствовала, как зажигается лампочка в моей голове, мол, значит, я не сумасшедшая, значит, то, что происходит со мной, происходит не только со мной, а параллельно еще и с другими людьми. Значит, то, что я сейчас проживаю, это нормально, это часть процесса. Сегодня ченнелинг уже не какая-то редкость, не какая-то экзотика, этого полно на Ютубе. 15 лет назад, когда я открыла для себя ченнелинг, это было что-то такое совершенно неизвестное, полнейшая экзотика. Но штука в том, что хоть 15 лет назад, хоть сегодня, информация, которую мы получаем посредством ченнелинга, это информация от существ, которые желают нам всего самого прекрасного, но они не находятся на Земле, они не имеют на данный момент
опыта проживания жизни на Земле. Они могли иметь его когда-то, они могли жить несколько веков назад. Но сегодня жизнь совсем иная, и они поддерживают нас всей своей мудростью, как только могут, но у них нет опыта проживания жизни в человеческом теле в 21 веке на планете Земля. И, соответственно, вся их мудрость, все их красивые, глубокие слова, весь тот глубочайший смысл, который они несут через ченнелинги, его не всегда легко понять, и уж тем более не всегда легко, трудно применить в практической земной материальной жизни. И я создаю этот подкаст для того, чтобы как минимум постараться облечь в слова свой собственный опыт проживания вот этого процесса от пробуждения к осознанию. Процесса становления именно воплощенным мастером на Земле. Я буду говорить о том, как ощущает себя тело, как справляться с одиночеством в процессе этого. Я буду говорить об отношениях с деньгами, об отношениях с другими людьми, об отношениях со своим собственным телом. Потому что мне самой, когда я находилась в этом процессе, было очень одиноко, и совершенно непонятно, как с этим жить. И мне очень не хватало таких конкретных, приземленных примеров того, как это проходят другие. Адамус Сен-Жермен, чьи ченнелинги являлись для меня поддержкой на протяжении последних 15 лет, и который, кстати, являлся исторической личностью, он жил на планете Земля в конце XVIII века, как-то сказал, что если свести все его сообщения к одному единственному слову, то это будет слово «позволение». Адамус использует слово «allow». Я же взяла для названия своего подкаста другое английское слово, тоже в переводе на русский означающее «позволение», слово «effort». Effort или to effort в переводе на русский язык имеет несколько значений. Это позволить себе, это иметь возможность, это быть в состоянии и также давать, предлагать. Для меня все эти значения и есть мои главные смыслы, моя основа. Я хочу здесь, на этом подкасте, передать весь свой эзотерический опыт простым человеческим языком. Я хочу дать и предложить ту мудрость, которую я обрела за эти 20 с лишним лет своего пути. Особенно забавно и иронично то, что я выросла с фразой на подкорке, с внутренней стороны своего лба: мы не можем себе этого позволить. Потому что я росла в начале 90-х, когда в России было очень трудно жить, и было очень мало ресурсов, мало денег. И я долго освобождалась от этого мышления, от этой внутренней недостаточности, что могу ли я себе это позволить или нет. И моей первой реакцией всегда было, что я не могу себе этого позволить. Так вот, вторая ирония заключается в том, что моя фамилия, меня зовут Ирина Дрофа, и моя фамилия Дрофа — это effort в зеркальном отражении. Я нахожу для себя в этом огромный смысл. Я наконец-то позволяю себе перестать быть невидимкой. Я наконец-то позволяю себе рассказывать о своем опыте. И если мои слова и мои истории станут для кого-то поддержкой, то для меня это будет приятнейший бонус. Я не ставлю перед собой задачу давать какие-то ответы. Твои ответы есть только у тебя, внутри тебя, а мои ответы внутри меня. И моя миссия на эту жизнь уже выполнена. Но если я в этом подкасте скажу что-то, что тебе важно и нужно было услышать, я буду очень рада. У меня тут гость в студии. Так я буду знать, что нас становится больше. Хотя я и так это знаю. Обняла.